Если у вас медленно работает YouTube, читайте инструкцию в описании под этим роликом, а мы переходим к новостям. Дроны атаковали Саратовскую область. Хакеры взломали Росреестр. Трамп хочет присоединить Канаду. Ставьте лайк и подписывайтесь. Оно гудит, они не попали в него, понимаешь? Сейчас попадут еще. Опа. Сейчас еще взрыв. Поздно ночью украинские дроны ударили по промышленным предприятиям в Саратове и Энгельсе. Целью была нефтебаза комбината «Кристалл». Там хранится топливо для авиабазы «Энгельс-2». Минобороны России, в свою очередь, заявила, что средства ПВО сбили над областью 11 беспилотников. Это уже третье хранилище Росрезерва, которое попадает под удар вооруженных сил Украины. Ранее дроны атаковали подобные объекты в Ростовской области. В частности, целями становились нефтебаза в Пролетарском и база «Атлас» в Каменске-Шахтинском. Губернатор региона Роман Бусаргин утверждает, что жертв и разрушений удалось избежать. В Энгельсе развернут оперативный штаб, работают спасатели, однако потушить пожар до сих пор не удается. Moscow Times напоминает, военный аэродром Энгельс-2 – одна из ключевых точек базирования российских стратегических бомбардировщиков, которые используются для запуска ракет по Украине. Расстояние от объекта до госграницы превышает 700 километров по прямой. После начала войны аэродром неоднократно подвергался атакам. До этого беспилотники прилетали туда всего месяц назад, 10 декабря прошлого года. Украинский генштаб подтвердил удар. Цитата. «Поражение нефтебазы создает серьезные логистические проблемы для стратегической авиации российских оккупантов и существенно снижает их возможности наносить удары по мирным украинским городам и гражданским объектам». Конец цитаты. Группа войск «Север» выдала разбитую технику Вооруженных сил России за уничтоженную колонну ВСУ. Это видео появилось накануне в телеграм-канале «Северный ветер». Подпись гласила, что это якобы свидетельство результатов атак на несколько колонн бронированной техники ВСУ в районе населенного пункта Бердин. На видео попали МТЛБ и другая техника, которые были подбиты еще в декабре 2024 года и зафиксированы украинскими дронами. А синт-аналитики геолоцировали эти кадры. Видео снято не в Бердине, а на выезде из села Любимовка Кореневского района, который находится под контролем России. Хакерская группировка Silent Crow выложила часть архива, который содержит около 90 миллионов строк из единого государственного реестра объектов недвижимости. В заявлении хакеров, о которых ранее ничего не было известно, утверждается, что всего они выгрузили около 2 миллиардов строк данных из Росреестра. Издание агентства проверило 15 случайных строк. Личности людей в них оказались реальными, а адреса объектов недвижимости у некоторых из них совпали с адресами жительства. При этом сам Росреестр отрицает эту утечку. Цели этой атаки также пока неизвестны. Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию с картой, на которой Канада является частью США. Соответствующий пост размещен в его социальной сети Truth Social. На фотографии территории США и Канады окрашены в американский флаг. На это премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что нет ни малейшего шанса, что страна станет частью США. Ранее Трамп сообщил, что присоединение Канады принесло бы ей экономическую стабильность, а также защитило бы от внешних угроз. Впрочем, у Трампа есть и другие цели для поглощения. В среду он заявил о претензиях на Гренландию и Панамский канал. Последним пользуется Китай, а вокруг Гренландии регулярно курсируют китайские и российские корабли. Я могу сказать, они нужны нам для экономической безопасности. Панамский канал жизненно важен для нашей страны, но он эксплуатируется Китаем. Китаем! Вам даже не нужны бинокли. Вы просто видите, как китайские корабли, российские корабли курсируют вокруг. Мы не позволим этому случиться. Премьер Дании Метте Фредериксон уже заявила, что у нее не хватает воображения, чтобы представить, что США захватят Гренландию. А министр иностранных дел Панамы заявил, что Панамский канал находится только в панамских руках, и так будет и впредь.
Лесные пожары в Лос-Анджелесе. Пожар начался в престижном районе Pacific Palisades, где живет много звезд Голливуда. Более 30 тысяч человек покинули свои дома из-за пожара. Об этом сообщает NBC News. Актер Джеймс Вудс опубликовал в соцсети X видео эвакуации. Площадь возгорания превысила 300 гектаров. В городе было объявлено чрезвычайное положение. В Тибете до 126 человек увеличилось число жертв землетрясения, которое случилось накануне. Как минимум 188 человек ранены. Об этом сообщило китайское информагентство Синьхуа. Подземные толчки были зафиксированы в Тибете в округе Тенгри утром 7 января. Это были самые мощные толчки за последние 5 лет. Их магнитуду оценивали в 6,8%. За ними последовали многочисленные авторшоки. От землетрясения пострадали 27 деревень. Сейчас в них ведется полномасштабная спасательная операция. Это все новости к этому часу. На прощание поставьте лайк и подпишитесь, и оформите подписку на наш канал в Телеграме. Это поможет нам всегда оставаться на связи, что бы ни случилось. Увидимся. Пока.